как охраняют президента Франции. В центре Парижа, за высокими стенами Елисейского дворца, каждый день разворачивается невидимая для большинства грандиозная операция. Это не просто роскошь и дипломатия, это битва за безопасность, где каждое движение рассчитано до миллиметра, а любая ошибка может стоить жизни. Президент Франции – символ страны, ее голос в мире, но также и одна из самых уязвимых фигур на политической карте. За его спиной стоит целая армия теневых защитников, чьи фото никогда не появляются в новостях, а имена остаются безымянными героями повседневного спасения. С самого момента выхода президента из своих покоев начинается сложнейший механизм безопасности, отлаженный годами и проверенный десятками потенциальных угроз. Сначала личный состав службы безопасности, известный как группа республиканской охраны, сокращенно GSPR. Эта элитная структура состоит исключительно из военных профессионалов, прошедших строгий отбор. Их обучают не только боевым навыкам, но и психологии, языковым нюансам, искусству наблюдения и мгновенному принятию решений. Каждый из них знает, их задача – не просто присутствовать рядом, а предотвратить любую опасность до того, как она возникнет. Но охрана президента – это не только люди в костюмах и темных очках. Это целая система, в которую вовлечены десятки служб, начиная от внутренней разведки Дирекцион Генерали де ля Sécurité Intérieure (DGSA) и заканчивая внешней разведкой Дирекцион Генерали де ля Sécurité Extérieure (DGSE), которая следит за возможными угрозами за пределами страны. Внутри этой системы работают аналитики, криптографы, психологи, эксперты по терроризму, специалисты по химическим и биологическим угрозам. Они собирают информацию со всего мира, перехватывают сообщения, расшифровывают подозрительные данные, анализируют поведение тысяч людей, которые могут находиться в зоне внимания. Иногда достаточно одного странного запроса в интернете, чтобы запустить целое расследование. К примеру, в 2014 году один молодой человек из провинции написал несколько тревожных комментариев в социальной сети. На первый взгляд, обычное выражение недовольства политикой. Но система DGSI заметила повторяющиеся ключевые слова, связанные с радикальным экстремизмом, и буквально через 6 часов после публикации он уже находился под наблюдением. Через 3 дня выяснилось, что он планирует попытку проникновения в здание парламента. Такие истории происходят регулярно. И если бы система безопасности была медленнее, последствия могли бы быть катастрофическими. Президентская машина – не просто автомобиль, а настоящий бронированный замок на колесах. Она способна противостоять взрывам, пулям калибра 7,62, даже химическим атакам. Окна толщиной более 10 сантиметров, двигатель мощностью больше, чем у спорткара, и система связи, которая позволяет президенту оставаться на связи с правительством даже в случае полного разрушения всей инфраструктуры вокруг. Машина сопровождается другими автомобилями, в которых находятся вооруженные сотрудники охраны, водители-дублеры, специалисты по связи и медицинские работники. Даже маршрут выбирается за час до поездки, чтобы исключить возможность прослушивания или просчета. Особенно интересна ситуация при международных встречах. Когда президент Франции направляется на саммит Большой Двадцатки или встречу в ООН, начинается международная операция, в которой участвуют дипломаты, спецслужбы принимающей страны и французские военные. Для защиты главы государства используется даже авиация. Самолет, на котором летит президент, называется «Король Франции» и представляет собой модифицированный Airbus A330, оснащенный системами радиоэлектронной борьбы, средствами противоракетной обороны и автономными системами жизнеобеспечения. В воздухе его сопровождают истребители, готовые отразить любую угрозу. На земле же все еще сложнее. Прибытие президента в другую страну требует согласования маршрутов, контроля местности, установки мобильных радаров, сканирования окрестностей с помощью дронов. Существует даже специальная группа, которая заранее прилетает в пункт назначения и проверяет все окрестности, где будет находиться президент. Они проверяют вентиляцию, электричество, водопровод, даже еду, которую ему будут предлагать. Да, именно так. Блюда для президента готовят в специально оборудованной кухне, доставленной вместе с ним. Все делается для того, чтобы исключить возможность отравления. Интересно, что в охране президента играют роль даже животные.
В группе республиканской охраны есть отдельный подраздел – кинологи со своими собаками, обученными обнаруживать взрывчатку, наркотики и даже следы крови. Эти животные живут и работают вместе с охранниками, становясь частью команды. Однажды такая собака по кличке Макс спасла жизнь президенту, обнаружив миниатюрную бомбу в подарочной корзине от одной из благотворительных организаций. Если бы не ее острое обоняние, последствия были бы необратимыми. Помимо физической охраны, существует и цифровая сторона вопроса. Президент пользуется защищенным телефоном, который не имеет аналогов в гражданском мире. Его устройство полностью разработано французскими инженерами и защищено несколькими уровнями шифрования. Все разговоры проходят через секретные каналы связи, недоступные даже для крупнейших технологических компаний. Более того, президенту нельзя использовать обычные смартфоны, планшеты или компьютеры. Они представляют слишком большой риск утечки информации. Его рабочий стол – это особая система, установленная в бронированном кабинете Елисейского дворца, где даже интернет ограничен и проходит через фильтры безопасности. Есть еще один малоизвестный факт. Президент Франции имеет так называемого «двойника». Это человек, который внешне очень похож на него и может выполнять функции отвлечения внимания в случае угрозы. Этот человек проходит специальное обучение, знает репертуар президента, его манеры, стиль речи. Он может появиться в общественном месте, создавая иллюзию присутствия главы государства, в то время как настоящий президент перемещается в безопасном режиме. Такая тактика применялась неоднократно, особенно в моменты повышенной опасности, когда поступали сведения о возможных покушениях. Но, несмотря на всю мощь системы безопасности, человеческий фактор остается самым непредсказуемым. Никто не застрахован от ошибок, усталости, внезапного решения изменить план или неожиданного появления в толпе человека с намерением причинить вред. Именно поэтому охрана должна быть готова к любой ситуации. Один из самых известных случаев произошел в 1985 году, когда президент Франсуа Миттеран во время визита в Африку случайно решил прогуляться без сопровождения. Его охрана потеряла его на 4 минуты, прежде чем смогла вернуть обратно. Это событие стало поводом для пересмотра всех протоколов безопасности и создания новых правил, обязывающих президента всегда находиться в сопровождении минимум 2 сотрудников службы. Также важно понимать, что охрана президента – это не только защита его жизни, но и защита государственной тайны. Любой контакт с ним, любое слово, которое он произносит, может быть использовано врагами страны. Поэтому даже простой разговор с посетителем в музее контролируется. Служба безопасности заранее информирует президента, с кем он будет говорить, какие темы нельзя затрагивать, какие вопросы могут быть опасны. Это кажется странным, но в современном мире информация – это оружие, и утечка может повлиять на международную политику. Если говорить о самом Елисейском дворце, то он представляет собой настоящую крепость. Территория огорожена, контролируема камерами и датчиками движения. Входы и выходы строго регламентированы. Даже сотрудники дворца проходят постоянную проверку, а их передвижения записываются. В подземелье дворца находится секретный бункер, способный выдержать ядерный удар. Туда можно эвакуировать президента в случае крайней угрозы. Там есть запас воды, продовольствия, медицинское оборудование и средства связи. Это место, куда можно спуститься и продолжить руководство страной даже в условиях войны. Интересно, что президент не всегда должен быть в курсе всех мер безопасности. Некоторые действия принимаются в тайне, чтобы не вызывать лишнего беспокойства. Например, если поступает сигнал о возможной угрозе во время публичного мероприятия, охрана может незаметно изменить маршрут или ускорить выход без объяснения причин. Президенту говорят лишь то, что необходимо, чтобы сохранить его спокойствие и уверенность. Еще один важный элемент – психологическая поддержка. Работа президента связана с колоссальным давлением, стрессом, постоянным вниманием СМИ и общества. У него есть доступ к профессиональным психологам, которые помогают ему справляться с нагрузкой. Также существуют специальные методики, позволяющие сохранять концентрацию, снижать уровень тревожности и принимать взвешенные решения даже в самых сложных ситуациях. Служба безопасности президента Франции – это не просто работа. Это образ жизни,
в котором нет места расслаблению. Каждый сотрудник знает, что он отвечает не только за свою жизнь, но и за судьбу целой страны. Это тяжелое бремя, но оно дает чувство долга, ответственности и гордости. Те, кто проходит через этот путь, становятся частью легендарной истории своей родины. И хотя мы видим лишь официальные фотографии и редкие кадры с охранниками в затемненных очках, за этим стоит огромный мир, полный секретов, жертв и героизма. Мир, где каждый день решается судьба государства, и где победа – это когда ничего не происходит. Потому что настоящий успех службы безопасности – это когда президент возвращается домой живым и здоровым, а весь остальной мир даже не догадывается, сколько раз его жизнь была в опасности. Поэтому, если вы досмотрели до этого места, задумайтесь, мир вокруг нас гораздо сложнее, чем кажется. За каждой новостью, каждым визитом, каждым заявлением стоит целая система, сотни людей, которые работают без выходных, чтобы обеспечить стабильность и безопасность. Не останавливайтесь на этом. Читайте больше, изучайте историю, технологии, политику. Знание – ваш самый надежный щит в этом непредсказуемом мире. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.